Привет! Сегодня я, мужчина, расскажу вам историю о партнерских родах в Аргентине. Бесплатных, в бесплатном госпитале, без сопровождения и переводчика. Это было чертовски рискованно. Хотел бы я что-то изменить или нет, вы узнаете в этом видео. Поехали! Честно скажу, что мы летели сюда с бюджетом, для того, чтобы все-таки воспользоваться платными услугами, родить с сопровождением. С анализами, с переводами, лучшими врачами и так далее. У нас был на это бюджет. Но когда мы прилетели сюда, увидели цены, стали тратить деньги на продукты, на жилье, стало понятно, что эта небольшая подушка будет использована очень быстро. Поэтому, к сожалению, этот вариант у нас ушел из-под носа, и мы остались с выбором бесплатных госпиталей. И выбирали конкретно между Ривадавией и Пиравана. Ривадавия была полна разных отзывов, но в последнее время они были очень смешанными и часто даже негативными. А в Пиравана наши друзья рожали, и это было близко к нам достаточно, к нашему месту проживания, поэтому мы остановились на нем, наняли переводчика, а жена сходила туда в госпиталь и, соответственно, зарегистрировалась как беременная, в целом как человек, который туда будет обращаться. И, собственно, так все и началось. Беременность проходила спокойно, были все самые базовые стандартные анализы, которые были в России до этого. Я напомню, что 2 детей мы рожали в России, а 3-й аргентинец родился у нас здесь. Так беременность потихоньку и подошла к родам. И вот здесь удивительно, эти роды, конечно, были быстрее, наверное, в 4-5 раз, чем предыдущие. Это было очень круто, но обо всем по порядку. Ночь. Благо у нас есть друзья, которых мы предупредили, они смогли со старшими детьми посидеть. Мы выезжаем в госпиталь на такси. Здесь, в принципе, если человек прям совсем еще, если женщина не в родах, то отправляют ее обратно домой, если нет раскрытия хотя бы там минимального, может быть, там 2-3 сантиметров. Поэтому нам повезло. Мы приехали на такси, пошли сразу же, уже до этого пройдя экскурсию по госпиталю, мы знали, где располагается отделение нужное, пошли туда. Жену мою посадили, значит, все в кресло туда, обследовали и посмотрели. А я пошел налаживать всякие вопросы с документами, отдавать за нее всякие бумажки, что она поступила в госпиталь. Это был тот еще квест, потому что я просто не понимал, что мне говорят, где мне направо, где мне прямо и так далее. В общем, пока я ходил, наверное, минут 40 я потратил на это точно. Я вернулся, а 3 женщин, персонал всегда рядышком, они часто говорили на английском языке, частично немножко я понимал испанский, знал, мог что-то спросить, но в основном это был Google переводчик. Да, конечно, я наврал вам, что мы были без переводчика, с нами был любимый Google переводчик, который просто необходим в любой жизни за границей, и он помог нам с родами. Потому что, хотя врачи говорили пуш, там все дела, то есть они старались на английском, все очень мягко, аккуратно, никакого презрения, никакого там предвзятого отношения, все было очень аккуратно, спокойно, заботливо, жену предупреждали, что сейчас будет там прохладно, когда касались, сейчас еще, то есть очень тактично и мягко. Это для нас очень важно, потому что это уже 3-й партнерские роды, когда я с женой. Я видел, конечно, разные отношения. В России все-таки, опять же, наш субъективный опыт был более жестким, более таким потоковым, конвейерным, что ли. А здесь я этого не заметил, действительно все очень мягко, гладко, заботливо. И вот проходит буквально 1,5 часа, и раскрытие уже, я спрашиваю, сколько, она говорит, 9 сантиметров где-то, и я такой, типа, чего? Потом буквально где-то минут 40, еще 50, и все. Но основная сложность была в том, что мы в самый последний момент узнали, что у него тройное обвитие пуповины вокруг шеи. Тройное, ребята. То есть у нас естественные роды. И я поясню вам, что когда малыш проходит по родовым путям, соответственно, головой, пуповина может просто перетянуть шею. Возникает гипоксия. Так произошло, что они очень аккуратно принимали, как только голова показалась дальше шеи, они все сделали очень быстро, освободили ребенка от пуповины, которая пережимала шею, и мы не услышали крик сразу же. Я, конечно, сохранял самообладание как мог. Его сразу же отнесли в соседнюю комнату, буквально в соседние 2 комнаты. Там были боксы специальные, его очень оперативно стали производить разные манипуляции для того, чтобы он все-таки закричал. Слава богу, через секунд 15 я услышал его крик.
И радости моей не было предела. Они положили сразу же в бокс, я увидел, что на лице у него вот здесь вот пятна, такие достаточно крупные. Я думаю так, что это из-за давления, возможно, из-за того, что было пережатие пуповиной. Но нам невероятно повезло, просто невероятно повезло. Риски были просто огромные. И несмотря на то, что мы все анализы делали, и в том числе УЗИ, узнали мы об этом в последний момент. К счастью, к огромному, все обошлось. Поэтому сразу же после родов мы пошли в послеродовое отделение, где, соответственно, такой общий зал, и перегородками высокими метра, наверное, 2-2,5 отгорожены просто отдельные такие секции, где, соответственно, есть 2 кровати, столик, стулья, все как полагается. И там мне можно было, о чудо, присутствовать прямо с первого момента, и все время, 2-3 дня, пока жена там, я мог в любое время к ней заходить. И вообще там такое открытое очень мероприятие, туда приходят часто семьи, то есть не так, как в России, что ты 2-3 дня вообще не видишь, не знаешь, что там происходит с женой, с ребенком. Нет, здесь я сразу же пошел домой, переходник для зарядки принес, вернулся, то есть, хотя я был жутко уставший, еле вообще на автопилоте шел. Но круто. В общем, еще один плюс, наверное, это то, что ты все время можешь прийти, чем-то помочь, поболтать, посмотреть, посидеть. Я на малыша, наверное, часа 3 сидел, смотрел с женой, невероятно впитывал момент. И вот это тоже очень круто. Собственно, потом выписка, первые прививки с картой для ребенка. Таким образом, мы прошли через эти роды. Это было, конечно, достаточно экстремально и рискованно, но, к огромному счастью, все обошлось и произошло в лучшем виде. Что я могу сказать по бесплатным родам? Это, безусловно, очень хороший опыт лично у нас получился. Очень заботливый профессиональный персонал. Отношения шикарные, и, в принципе, мы остались на 100% довольными. Но роды, беременность, безусловно, очень ответственное и рисковое предприятие, и неизвестно, какие подводные камни, какие ситуации могут возникнуть в ходе. Если бы у нас был шанс взять сопровождение, скажем, или подробнее пообщаться с определенными врачами, сдавать больше анализов, опять же, наблюдаться, чтобы узнать, возможно, о пуповине, напрямую общаться со всеми, не испытывая барьера, да, и незнания, что говорить. Конечно, мы бы хотя бы на минимальный какой-то пакет сопровождения согласились. У нас было на это $2000. Ну, конечно, деньги здесь утекают сквозь пальцы, но это тема уже отдельного видео. Если вам интересно больше узнать о чем бы то ни было, о переезде, о поиске недвижимости, о тех же самых родах, госпиталях и бытии и всем чем угодно, милости прошу, в описании я оставляю ссылку на бесплатную консультацию со мной. Просто пишите мне в Телеграм и решим ваш вопрос. Вот такая история, такое впечатление и отзыв, можно сказать, о бесплатных родах. Спасибо большое за внимание. Мы увидимся с вами в следующих видео, где я буду больше раскрывать жизнь в Аргентине. До новых встреч. Чао.